Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить популярное карамельное тесто. На его примере покажу, как работать с хендмейд формой, которую мы сделали в прошлом видео, и выпечем вкусных карамельных лошадок. Рецепт универсальный, из него можно приготовить и печенье, и пряники, если добавить специи. Для приготовления теста нам понадобится 900 граммов пшеничной муки, 500 граммов сахара, 200 мл крутого кипятка, 1 куриное яйцо, 200 граммов сливочного масла жирностью 82%, 1 чайная ложка сухого имбиря, 1 чайная ложка соды и пол чайной ложки соли. Для начала надо приготовить сахарный сироп. Я плавлю сахар в 3 этапа. Пересыпаю в кастрюлю третью часть сахара, ставлю ее на средний огонь и жду, когда сахар полностью расплавится. Добавляем вторую порцию сахара, помешиваем и контролируем процесс. И только тогда, когда разойдется полностью вторая часть сахара, добавляем третью часть. Не оставляем сироп без присмотра и помешиваем. Когда мы видим, что и третья часть сахара почти полностью растаяла, можно включать чайник. Кипяток наливаем постепенно, интенсивно мешаем, кастрюлю с огня не убираем, иначе остывая карамель начнет твердеть. Сироп будет сильно кипеть и брызгаться, осторожно, не обожгитесь. Кипятком мы понижаем температуру сиропа, и когда она выровняется, бурление успокоится. Добавляем сливочное масло, и чтобы оно быстрее растаяло в сиропе, лучше порезать его небольшими кусочками. Когда масло полностью растает, добавляем соду и специи. Сода от нагрева прореагирует и поднимется шапкой из пены. Мешаем еще полминуты и убираем кастрюлю с огня. По мере остывания рыжая пена будет оседать, и мы увидим, что сироп приобрел темно-коричневый янтарный цвет. Сироп остается все еще горячим, и я переливаю его в чашу миксера. Чтобы понизить температуру сиропа, я добавляю несколько столовых ложек просеянной муки. Когда масса остынет и будет безопасно теплой, можно добавить яйцо. Постепенно подсыпаем оставшуюся муку. Это окончательное количество муки, в дальнейшем мука нам больше не понадобится, даже при раскатке. Тесто получается вязким, густым и подвижным. На ощупь мягким, послушным и немного липковатым. Имеет потрясающий насыщенный цвет и очень вкусно пахнет. Перекладываем тесто на пищевую пленку, придаем ему форму пласта и убираем на сутки в холодильник. Карамельное тесто можно хранить в холодильнике в течение 2-3 недель, в морозильной камере пару месяцев. Теста получается много, и для удобства я делю его на несколько порций. Общий вес теста получается плюс-минус 1740 грамм. Вырезать печенье буду самодельной формой лошадки, которую мы делали в прошлом видео.
Тесто за ночь хорошо охладилось, но не замерзло в камень. Раскатываю его на тефлоновом коврике при помощи деревянных линеек направляющих. Толщина раскатки 4 мм. Самодельная форма подвижная, не фиксируется. Я придумала, как использовать эту особенность. Форму на тесте надо придавливать не рукой, как мы это обычно делаем, а ровной, гладкой, твердой поверхностью. Это может быть небольшая кухонная доска или небольшая крышка, как в моем случае. Давление на форму оказывается одновременно по всей поверхности. Она входит в тесто вертикально, делая четкий, ровный, красивый срез, несмотря на то, что очень тонкая и подвержена деформации. Преимуществом подвижности формы является то, что даже в самых узких, неудобных местах, таких как ушки или ножки, где тесто обычно застреет, благодаря подвижности тесто выходит без растяжения. Также, так как форма очень тонкая, срез получается практически идеальный, без бахромки. Можно сказать, что самодельная форма справляется с поставленной задачей на все 100% и не хуже обычной готовой покупной. Испечь красивое нестандартное печенье или пряник можно и с самодельной формой. На практике это работает. Выпекаю печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в режиме вверх-вниз в течение 8 минут. При выпечке печенье немного увеличивается в объеме, поэтому на противне или на листе его нужно раскладывать с небольшим расстоянием друг от друга. Горячее печенье будет выпуклым и очень мягким, и лучше его не трогать сразу, пусть оно остынет. А вот остывшее печенье будет гладким, ровным, слегка закругленными краями. У него настолько красивый и вкусный цвет, что даже без декора оно выглядит очень привлекательно. Вкус у печенья тоже оригинальный, карамельно-ирисковый. Так как на форме нет никаких ободков, ручек или держателей, печенье можно сделать идеально симметричным. Как его ни поверни, везде красиво, даже с обратной стороны. Если соединить два симметричных печенья, получится объемная 3D-фигурка. Рецепт очень удачный, тесто послушно и с ним одно удовольствие работать. В качестве декора на тесте можно сделать рисунок или надпись и оттенить ее порошком какао. Получатся нестандартные вкусные визитки, пригласительные или валентинки. Я много экспериментировала с карамельным тестом, и вот еще одна неожиданная удачная находка. Из этого теста у меня получились хорошенькие миниатюрные яблочки, грушки и грибочки. Украсить их можно лаковой глазурью, айсингом или шоколадом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, если видео понравилось, ставьте лайки, если остались вопросы, пишите их в комментариях. До встречи!